Это видео не создано при помощи искусственного интеллекта. Я ящер. В искусственный интеллект уже загрузили почти весь наш человеческий интернет, по крайней мере лучшую его публичную часть. Именно на этом держался его ранний рост, и именно с этим возникли первые проблемы, потому что ИИ начал натыкаться на собственный AI-слоп, который довольно вреден для искусственного интеллекта и может создать цепочку накопления ИИ-шизофрении, из-за чего могут начаться галлюцинации. Теоретически, если ИИ будет обучаться на AI-слопе другого ИИ, то разнообразие данных может сокращаться, а ошибки будут все больше и больше накапливаться. Получится в итоге так, что ИИ будет пересказывать ИИшный текст другого ИИ, и все это в конечном счете может оказаться несусветным бредом. Что-то похожее мог выдумывать ChatGPT в 2023 году, но нынче эта проблема во многом решена за счет загрузки в ИИ всего лишь эксабайтов человеческой информации. В 2024 компания Google купила подписку на компанию Reddit за $60 миллионов для обучения Gemini. Reddit — огромная база данных, реальных обсуждений, вообще-то, наверное, самый топовый глобальный форум. Все эти гигантские массивы человеческой деятельности теперь в руках могучего Gemini. С небольшим запозданием компания OpenAI, владеющая ChatGPT, также приобрела подписку на этот форум. Google затем купил доступ к Stack Overflow, глобальному сайту ответов на вопросы. За примером последовал OpenAI, который также купил доступ к этой базе. Это доступ к 59 миллионов ответов и вопросов, накопленных за 15 лет. Решение редких вопросов, цепочки мнений реальных людей, в общем-то, драгоценные данные для искусственного интеллекта, потому что это не просто маркетинговая статейка из инета. OpenAI затем приобрела доступ на 5 лет к новостным изданиям США за $250 миллионов. Это доступ к The Wall Street Journal, The Times, New York Post, а также отдельно была заключена сделка с Financial Times. Материалы о бизнесе, финансах, политике, компаниях станут достоянием мозга искусственного интеллекта. Затем для обучения моделей генерации изображений OpenAI приобрела доступ к известному банку изображений Shutterstock на 6 лет. Спасибо людям, которые создали постановочные кадры, чтобы затем ИИ смог их использовать как сырье для новых изображений. Сейчас ИИ компании вынуждены массово скупать сканы журналов, книг, доступ к электронным базам данных, форумам. Не зря говорят, что в 21 веке главное оружие — информация. Для ИИ это также главный ресурс. Конечно, в инете еще полным-полно материалов, сделанных людьми, то есть человеческая часть интернета еще внушительная. Но сейчас много информации либо повторяется, либо создана чисто для улучшения поисковой выдачи, либо защищена просто авторским правом, либо она находится в закрытой части интернета. Короче, для последующего ускоренного обучения этой инфы уже просто недостаточно. И здесь создается порог, за которым уже нет входа новым игрокам в рамках больших языковых моделей. Создать свой ИИ все дороже, и не только потому, что проблема в доступности данных, это лишь верхушка айсберга. В интернете довольно много региональных ресурсов, сайтов и порталов, позволяющих обучаться местным ИИ, еще много баз попросту не выкуплено. К примеру, Grok, ИИ от Илона Маска, использует X для обучения не только в рамках того, что пользователь с ним общается, но и в рамках сбора данных по публичным диалогам, видео и фото внутри сайта. В 2025 также всплывала новость о том, что Павел Дуров и Илон Маск почти договорились о внедрении Грока в Telegram. Но, как обычно, до соглашения еще пока что не дошло. Хотя есть примеры и повнушительнее. Google, например, использует часть публичных материалов поисковика Google, YouTube и других своих сервисов для обучения Gemini. Поэтому не удивляйтесь, если какой-нибудь ВКонтакте в будущем станет сырьем для Алисы или Гигачата, или DeepSeek будет использовать WeChat для обучения. Тем не менее, для все большего развития ИИ требует все больше и больше и больше оперативки, видеочипов и SSD, то есть в комплексном смысле дата-центров. Хотя обычная RAM и обычный GPU, что мы ставим себе в компах, для современных гигантских ИИ дата-центров крупнейших фронтир моделей типа ChatGPT, в общем-то в смысле бесполезны, но их также закупают в обслуживающих целях для серверов под ИИ, причем сразу на терабайты и терабайты видеопамяти и оперативки.
Для обучения ИИ подходят только специальные GPU-ускорители от NVIDIA, AMD или Google и специальная оперативка с высокой пропускной способностью HBM. Ускорители используются для параллельных матричных вычислений, а HBM для хранения весов моделей, числовых параметров, также контекста пользователя, кэша ответов и так далее. Куча оборудования, которое требуется для ИИ, поражает. И самое главное, что сейчас уже существует дефицит производства ускорителей и HBM. Мощности фабрик, производящих чипы, уже выкуплены на годы вперед, за деньги которых сейчас не существует. По крайней мере, так может показаться. Вообще говоря, это называется письма о намерениях, и по части памяти эти письма о намерениях уходят за пределы 2030 года. К примеру, OpenAI договорилась с Samsung и SK Hynix о поставках оперативки для проекта Stargate, объем которых мог бы быть сопоставим примерно с 40% нынешнего производства. Главная светоч мирового микропроцессорного производства TSMC также забита заказами на годы и годы вперед. SK Hynix, а я напомню, это сейчас топовая компания по производству этих самых HBM плашек, уже предупредила весь мир о том, что спрос будет превышать предложение даже после 2030 года. Дело в том, что фабрик, производящих HBM, RAM, GPU-ускорителей, в общем-то в мире не так много. Производство осуществляется всего 3 компаниями. 2 из них SK Hynix и Samsung в Республике Корея, а 3 Micron Technology в США. ИИ-ускорители производятся на Samsung, а также TSMC на Тайване, SMIC в КНР и Intel в США и Евросоюзе. А вот проектируют топологию схем GPU-ускорителей и создают программное обеспечение такие техгиганты, как NVIDIA, AMD, Google, Microsoft и другие. Будет справедливо отметить, что крупнейшие ИИ-компании, помимо того, чтобы заказывать ядерную энергию для ИИ, о чем чуть позже, также пытаются идти в производство собственных GPU-ускорителей специально под нужды искусственного интеллекта. У Google это TPU, у Amazon Trainium и Inferentia, у Huawei Scand, но не все эти компании отказались от чипов NVIDIA или AMD. Просто в условиях жесточайшей и безумнейшей ИИ конкуренции они куют себе хотя бы частичный суверенитет, чтобы заранее снизить стоимость модели и быть конкурентоспособными. А как показывает практика, winner takes all, если вы имеете полный цикл качественного производства. Тогда можно и подемпинговать. Скорость, с которой компании так быстро бегут вперед паровоза, связана с надвигающейся агентной экономикой, которая может наступить отчасти уже в 2027 году, а встретить свою массовость в 2030. Агенты позволяют уйти в автономность на несколько недель, месяцев, лет, а затем прийти с конкретным результатом, в том числе коммерческим. При этом агенты будут выполнять сразу несколько задач и самообучаться по ходу дела. Технически такие агенты существуют и сейчас, и существовали до этого, но все лишь в рамках прототипов и для узкоспециализированных задач. Кроме того, идет борьба за создание AGI, Artificial General Intelligence, то есть следующей ступени интеллекта искусственного интеллекта. Суть AGI заключается в улучшенном интеллекте и переносимости интеллекта между различными задачами. В том числе в этих целях в США строят проект Stargate на $500 миллиардов, чтобы просто создать основу для такого уровня интеллекта. А собственно говоря, при чем тут ядерная энергия? Дело в том, что дата-центр, содержащий в себе сервера с HBM и ИИ-ускорителями, требует электроэнергию для работы. Удивительно. В общем смысле, энергопотребление дата-центров в мире выросло с 235 тераватт-час в 2019 до около 550 тераватт-час в 2026. В 2024 дата-центры потребили 1,5% всей мировой электроэнергии, а к 2030 году прогнозируют уже 3%. При этом потребление увеличивается до около 945 тераватт в час, что сопоставимо с энергопотреблением всей Японии. Не все эти дата-центры нужны непосредственно для обучения ИИ, некоторые из них просто сайты или сервисы, связанные с ними. Но то, что современный ИИ дата-центр потребляет уже столько же, сколько и 100 тысяч домохозяйств, сам факт просто взрывает башку. Поэтому идет борьба за источники электроэнергии. ИИ-компании используют здесь разные стратегии. К примеру, Microsoft просто купила мощности атомной электростанции Three Mile Island в Пенсильвании на целых 20 лет, что даст ее дата-центрам стабильную мощность 835 мегаватт.
Великая и могучая компания Цукерберга повторила за Гейтсом и купила мощности Clinton Clean Energy Center в Иллинойсе, обеспечив себе 1125 мегаватт. Тем самым спасла, можно сказать, от банкротства эту бедную станцию. Сейчас вот подумал, у Цукерберга будет доступ к атомной электростанции. Но никто не забыл, что он вообще-то ящер. Однако АЭС в США на халяву не так много, что толкает некоторые ИИ-компании искать другие решения. Google и Amazon решили, что они будут инвестировать в так называемые малые ядерные реакторы. Google для этих целей инвестирует в Kairos Power, создавая модульные ядерные реакторы, а Amazon в Energy Northwest. Пока они отстают от Цукерберга и Гейтса, потому что первые мощности Kairos и Energy будут построены и реализованы лишь в 2030 году. Но не переживайте, сейчас энергию еще можно просто заказать или купить в другом месте, это лишь заклад на будущее. Кофемашины и классного офиса для технологических компаний теперь уже недостаточно. Ядерный реактор – это базовый минимум. Безусловно, новые вложения довольно высокозатратные. К примеру, у Гугла это получилось сделать со всей своей ИИ-инфраструктурой, уменьшив среднее потребление в 33 раза. Правда, если запросов станет в 100 раз больше, экономия не особо спасет. Тем не менее, компания старается применять квантование, дистилляцию и другие сложные термины для экономии, в целях меньше тратить бабок на закупку, в общем-то, атомных электростанций. Всему миру придется подготовиться к новым реалиям, потому что стоимость электроэнергии при ее дефиците и постоянном спросе от дата-центров, обучающих генерировать Уильяма Смита, пожирающего лапшу, может тупо вырасти. Терабайт информации, актуальнее сказать эксабайты, тоже нужно будет где-то хранить, а это хранительство нужно будет каким-то образом питать. Стоит также задуматься об обеспечении безопасности этих дата-центров, особенно в контексте того, как в мире возникли прецеденты в лице иранских бомбежек, американских дата-центров на Ближнем Востоке. Пока еще Google и Microsoft не создали свои ЧВК, но услуги на обеспечение безопасности будут все и больше расти в цене. SEO OpenAI, пока еще человек, под именем Сэм Альтман заявил, что дальнейшему развитию ИИ нужно будет три вещи: вычислительные мощности, электроэнергия и человеческая воля. Он отметил, что очень важно сделать ИИ массовым и дешевым, для того, чтобы все больше и больше людей и компаний могли его активнейшим образом внедрять в свою повседневность. Именно для массовости, для заложения в будущем агентной экономики и Скайнета нужны все эти дата-центры, ускорители HBM. Вот что скрывается за полем строки ввода текста в чат-боте, и вот почему существуют какие-то там ограничения на генерацию текста и изображений. Теперь уже даже не важно, насколько умным станет ИИ, потому что в целом это очевидно. И Джа это еще только начало. Вопрос в другом: кто одержит верх в конкуренции за ИИ, кто будет контролировать эту инфраструктуру? Ведь уже ясно, что участие государств здесь опосредовано, а у компаний во власти и собственности тысячи гектаров собственной земли, созданных лишь для одной цели – обучить ИИ, сделать основу для новых технологических открытий и, конечно же, обеспечить возможность генерить Илона Маска со скибобом на пляже. Вот в таком мире мы живем.